Всем привет! Меня зовут Таня, и вы смотрите мой видеодневник о творчестве и рукоделии. Совсем недавно мне захотелось сделать большой пион, и я его сделала. Для пиона мне понадобилась герберная проволока, гофрированная бумага, итальянская, та, которая 180 грамм на квадратный метр. Это важно, далее в видео объясню почему. Ножницы, клеевой пистолет и стержни к нему, фольга и палочка для стебелька цветка. У меня от шарика. Фольгу смяла в круглый комок. Это будет сердцевина цветка. От размера комка зависит и размер готового пиона. Проковыряла в фольге дырочку, заливая ее горячим клеем и вставляя в нее палочку. Беру гофрированную бумагу и обклеиваю ей комок, чтобы он не просвечивал в готовом цветке. Цвет бумаги должен совпадать с цветом лепестков в середине цветка. Излишки бумаги отрезаю. Теперь нарезаю бумагу для центральных лепестков. Они у пиона узкие. Для удобства складываю бумагу в несколько раз и вырезаю сразу много лепестков. Скручиваю и расправляю. Кончики должны оставаться немного скрученными, а с середины лепестков растягиваю бумагу. Так они получаются выпуклыми, как настоящие. Таких лепестков надо сделать много. Приклеиваю их к основе на горячий клей. Эти лепестки должны встречаться в центре и закрывать наш обернутый бумагой комок. Мне хотелось, чтобы от вишневого цвета в центре был плавный переход к нежно-розовому по краям цветка. Поэтому по чуть-чуть добавляю светло-розовых лепестков. Далее лепестки становятся шире. Кончик у них более круглый, но все еще заостренный. Вырезаю из бумаги уже и вишневые, и светло-розовые, но пока еще вишневых больше. Кончик слегка закручиваю, а растягиваю уже почти от самого кончика, и лепесток получается более объемным. Постепенно делаю лепестки шире и уменьшаю количество вишневых лепестков. Приклеиваю сзади цветка, но постоянно проверяю, красиво ли спереди, не приклеила ли я с какой-то стороны слишком много лепестков, а с другой слишком мало. Самые большие лепестки с двумя округлениями на кончиках, как пухлые сердечки. Их не скручиваю, а только растягиваю. Эта бумага очень хорошо растягивается, и именно поэтому она отлично подходит для изготовления больших цветов. Лепестки получаются объемными, и им легко с помощью растягивания и скручивания придавать форму. Если маленькие цветы удобно делать из крепированной бумаги, она почти не тянется, то для больших подходит именно такая плотная гофрированная бумага. Уже на этом этапе поняла, что палочка от шарика гнется под весом цветка. Надо было взять что-то покрепче. Решила ее укрепить проволокой, несколько раз обмотав по спирали по всей длине.
Итак, пышность пиона меня устраивает. Принялась за чашелистики. Нарезала зеленых листиков и растянула их. Приклеила их к основанию цветка. Крайние чашелистики начали обнимать стебель. Когда последний листик прикреплен, обмотала стебель тейп-лентой, закрепив начало и конец ленты горячим клеем. Начала экспериментировать с листьями. Мне нужно было вставить в лист проволоку для жесткости, и чтобы можно было его сгибать и придавать нужную форму. Для этого отрезала две половины одного листа. С краю, который будет середины листа, горячим клеем приклеивала проволоку и сверху приклеивала вторую половину листа. Середина получается склеена внахлёст и прячет проволоку. Я почему-то сразу не догадалась, что направление волокон в бумаге должно соответствовать расположению прожилок в листе. Листья пионов состоят из 3 листов по 3 листа, поэтому готовые листья соединяла по 3, скручивая их проволоками. А проволоку обматывала самодельной тейп-лентой из бумаги того же цвета, что и листья. Просто нарезала поперек волокон длинные ленты и растягивала их. Так стебли не отличались от листьев по цвету. Ленту также фиксировала в начале и в конце горячим клеем. Когда ветка с листами была готова, примотала ее к пиону. Укрепила стебель дополнительно проволокой и обмотала стебель самодельной тейп-лентой. Вуаля! Пион готов!